Питер ФМ. Здравствуйте все! В эфире Питер ФМ. Навсегда ваша Емельянова Маша. Будьте в тонусе и не опаздывайте на свидание. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Питер ФМ 2006 года – российская музыкальная комедийная мелодрама режиссера Оксаны Бычковой с начинающими Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Радиоведущая Маша и архитектор Максим знакомятся по телефону, но никак не могут встретиться. Фильм «Питер ФМ» является атмосферным признанием любви Петербургу. Привет, Маш. Что там случилось? Потом расскажу. Не знаю, что ты ему сказал, но меня отпустили, все в порядке. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ничего, что с тобой на «ты»? Да ничего. Слушай, я сказал в милиции, что ты мой жених. Это ничего? Это ужасно. Приятно. Да. В картине вместо идеальных героев, юмора и повтора сюжета присутствует аутентичность, особый шарм и меланхолия. Именно таким запомнился дебютный фильм режиссера и сценариста Оксаны Бычковой «Питер ФМ», культовый пример жанра отечественного ромкома. Линия главных героев грамотно пересекается эффектными камео и подчеркнутой эпизодическим участием звезд. Бежит за Машей, теряя рваный тапок, похмельный Дон Жуан Владимир Машков. Пьет на лавочке очередной малек пролетарий в трусах Андрей Краско. Вас не интересует секс с незнакомым мужчиной? Нет. Ну, я так и думал. А телефончик не дашь? Не-не-не-не-не. Ну, может, дашь телефончик? А то я сопьюсь совсем. Девушка, красавица. Красопета. Девушка. У меня нет телефона. Жестокая. Фильм «Питер ФМ», актеры и роли. Екатерина Федулова, Маша Емельянова, радиоведущая «Питер ФМ». Евгений Цыганов, Максим Васильев, архитектор. Алексей Барабаш, Костя, жених Маши. Ирина Рахманова, Лера Мухина, подруга и коллега Маши. Наталья Рева, Марина, бывшая девушка Максима. Олег Долин, Федор, друг Максима. Евгений Кулаков, Витя, друг Максима. Татьяна Кравченко, Татьяна Петровна, начальница Максима. Александр Баширов, управдом, начальник Татьяны Петровны. Юрий Цурило, генерал-майор милиции, хороший знакомый Маши. Андрей Шарков, программный директор радио Питер ФМ, начальник Маши и Леры. Спонсор этого выпуска новостей – фирма ритуальных услуг «Путь к себе». Чудесное решение ваших проблем. Однако глубоко копают. Прекрасный слоган. Встретимся через пару мгновений. Нет, ну ты обалдела, а? Ты представляешь, что сейчас будет? Алло, Емельянова, сейчас же, слышите, сейчас же прекратите это безобразие. Квартиру главного героя Макса снимали в мастерской художников-авангардистов Наталья Першина-Якиманская и Ольга Егорова, известных в Санкт-Петербурге своими перформансами. Макеты и чертежи одолжили в Санкт-Петербургской академии художеств, некоторые прямо с выставки. Эфирная студия Питер ФМ была построена в доме, в котором до революции находился публичный дом. 2 недели понадобилось на возведение стен и недели для самой декорации. Чтобы удачно заснять эпизод, когда герой Евгения Цыганова в Питер ФМ роняет телефон в фонтанку, на камеру ставили стекло, а на него аквариум с рыбкой. Цыганов с моста целился телефоном прямо в аквариум, а при неудачных дублях вынимал мобильник за веревочку обратно. Сцену снимали целых 2 дня, потому что в первый день вдруг посреди лета пошел снег, и съемки пришлось отложить. Дом-призрак на Фонтанке 158, который постоянно мелькает в кадре Питер ФМ, именно его рисует Максим, был построен в 1908-1910 годах. В поисках этого дома группа объездила чуть ли не весь Петербург и просмотрела немало зданий. Да жизнь вообще штука непредсказуемая. Это только в кино все по сценарию. А ты мне обещал дом показать. Покажу. У меня с домами особенные отношения. Почему? Потому что я архитектор. И какие же у вас отношения? Дома как? Ну, как люди. Ну, родные и близкие. Можно договориться. Массовку на улицах города, сами того не зная, изображали его жители. Члены съемочной группы фильма сделали треугольную будку, обклеили ее афишами, сделали дырку и снимали через нее. Актер Роберт Городецкий из комик-группы «Лицедеи» играет в фильме «Питер ФМ» эпизодическую роль бомжа, который находит в мусорном баке выброшенные Максимом фотографии своей бывшей девушки. В фильме «Питер ФМ» снялся настоящий цыганский табор. В отделении милиции, куда приводит Максима, по громкой связи звучит адрес: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12. Это тот самый адрес из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». В работе над фильмом «Питер ФМ» приняли участие реальные радиодивы Алена Музыренкова и Катя Срывкова.
Евгению Цыганову для роли архитектора Максима пришлось взять несколько консультаций у настоящих архитекторов. Федор и Виктор поздравляют своего друга Максима Васильева с победой в международном конкурсе молодых архитекторов. Максим стал лучшим из лучших и, внимание, внимание, говорит Германия, уезжает в Берлин. Макс, строить ты дома. слышишь? Ну, это официальная версия. А я думаю, что товарищ Васильев едет пить пиво. Максим, не забывайте, от чего? пива растет живот. Вот вам песня. Ну вы отсюда и... Фильм «Питер ФМ». Сюжет. Маша Емельянова и Екатерина Федулова, ведущая популярной радиостанции «Питер ФМ», с нетерпением ждет свадьбы со своим давним возлюбленным Костей, Алексей Барабаш. Однажды Маша теряет свой мобильный телефон, который позднее находит молодой талантливый архитектор Максим, Евгений Цыганов. Максим или Макс решает вернуть телефон Маше, но из-за различных обстоятельств они не могут встретиться лично. Жизнь постоянно сводит Машу и Максима лицом к лицу на улицах города, но не зная друг друга, они все время проходят мимо. Вместо этого Маша начинает звонить Максиму каждый день. Сначала они разговаривают, чтобы договориться о встрече, но со временем эти разговоры превращаются в долгие ночные беседы, в которых они начинают лучше понимать себя, свои желания и чувства. Оказывается, что Маша и Максим очень похожи друг на друга. Они оба запутались в своих жизнях и чувствуют сомнения относительно своих планов на будущее. Маша осознает, что не хочет выходить замуж, а Максим, в свою очередь, не желает уезжать из страны, чтобы развивать карьеру в Германии. Ты такая? Какая? Ты просто чумовая. У тебя программа супер. Скажи, солнышко, а как ты выглядишь? Ну там, цвет глаз, размер. О, Санечка, спасибо большое за прямоту. Пока, звони еще. Это кто? Ужас. Фанаты рвут на части? Маньяки! Ой, тихо. Главное очарование воздушной истории Максима и Маши в фильме «Питер ФМ» 2006 года кроется в полутонах и мистических полувстречах. Жить в одном городе, постоянно оказываться в одних и тех же местах, но так по-настоящему не встретиться. Или каждый день слушать голос героини на радио и не узнать его при разговоре по телефону. Даже любовный треугольник в этой истории необычный. Максим, Маша, Санкт-Петербург. Город, который знакомит и разлучает двух людей, становится особым героем. Это место – символ перемен, размышлений о жизни, новой любви и молодости. Сам же фильм «Питер ФМ» 2006 года стал красивым и изящным прологом начинающейся любовной истории, трогательным напоминанием о юности и настоящей классикой романтических комедий 2000-х. История, начавшаяся на радиоволне «Питер ФМ». Питер ФМ, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы передать сообщение для девушки Маши в красной куртке, которая потеряла свой мобильный телефон и... Алло? Максим, это ты? Радио Питер ФМ.